Здравствуйте, зрители моего канала. В 2025 году исполняется 80 лет с момента окончания Второй мировой войны. А 8-9 мая, то есть в эти дни, исполняется 80 лет с момента подписания капитуляции Германии во Второй мировой войне. В связи с этим я бы хотел показать в этом видео все фильмы в моей коллекции, которые посвящены или в которые большое место рассказывается о Второй мировой войне и ее разных этапах, фронтах. И первые это будут советские фильмы, а затем фильмы из других стран. Фильмов о Второй мировой войне советских, то есть которые про Великую Отечественную войну, у меня 4 фильма. И первый из них это фильм Григория Чухрая «Баллада о солдате». Такое вот издание. Это хороший фильм про войну. Этот фильм был удостоен, помимо разных наград, также единственный фильм советский, удостоенный награды Британской киноакадемии за лучший фильм года, а также единственный советский фильм, который был номинирован на Оскар за сценарий. Не выиграл, но был номинирован. Эта известная картина была снята в 1959 году. Вышла данная картина. Фильм «Баллада о солдате». Далее, следующая картина. Это фильм, который вышел спустя время после окончания войны. Это фильм «Небесный тихоход». Цветная версия. Также есть черно-белая дополнительно в качестве бонуса данного фильма. То есть есть разукрашенная версия и оригинальная черно-белая версия. Это также известная картина, песни из которой стали известными, популярными, ушли в народ. И такой вот есть фильм у меня под названием «Небесный тихоход». Здесь про летчиков. Такая вот картина. Режиссер Семен Тимошенко. Идем далее. И следующая картина — это известный фильм Леонида Быкова «В бой идут одни старики». Тоже известная картина. Тоже она разукрашенная. Здесь нету черно-белой версии. Только разукрашенная версия. Также песня из данного фильма ушла в народ, стала популярной. А сам фильм вошел в золотой фонд советского кинематографа. Фильм «В бой идут одни старики». Наконец, последняя картина, в которой действие происходит уже после окончания войны, но герои обсуждают, вспоминают. Однополчане встретились, вспоминают. Здесь известная песня «Но нам нужна одна победа» прозвучала. Поэтому включил в этот список фильмов о Второй мировой войне данную картину. Фильм «Белорусский вокзал». Здесь 2 диска, Blu-ray и DVD. «Белорусский вокзал». Данное кино снял режиссер Андрей Смирнов. Такое вот издание. Это были все советские фильмы о войне Второй мировой, которые есть у меня в коллекции. Поэтому далее переходим к американским, британским фильмам о данной войне. И первые фильмы будут о европейском, о Второй мировой войне в Европе. И первый у нас фильм, это у нас картина Стивена Спилберга, известный фильм в формате 4К. Здесь у нас снялись Том Хэнкс, Эдвард Бернс, Мэтт Деймон, Том Сайзмер.
Фильм данный был удостоен премии «Оскар» за лучшего режиссера, лучший звук, монтаж звука и работа оператора. Известная картина. Здесь такое же оформление. И сам диск, который у нас на английском языке надпись. То есть издание международное. Фильм Стивена Спилберга «Спасти рядового Райана». Это у нас второй фильм Стивена Спилберга, посвященный Второй мировой войне. Первый будет далее. Спустя некоторое время покажу другой фильм Стивена Спилберга. А поэтому переходим к следующей картине. Это у нас фильм Кристофера Нолана «Дюнкерк». Это у нас начальный этап Второй мировой войны, когда были вынуждены эвакуироваться из Дюнкерка солдаты армии. Такое вот издание. Здесь два диска. Диск с фильмом, диск с дополнительными материалами. Интересный фильм, необычный, Кристофера Нолана. И это его первый фильм, который посвящен теме Второй мировой войны. Другой фильм, который покажу в дальнейшем, там тоже будет очень большое внимание Второй мировой войне, одному из ее событий. Это у нас был фильм Кристофера Нолана под названием «Дюнкерк». Далее переходим к следующей картине. И это у нас фильм режиссера Дэвида Эйра под названием «Ярость». Видимо, есть английское название «Фьюри». Здесь также действие происходит на Европейском фронте. Здесь видим, что версия здесь у нас мастерит на 4К, то есть не отреставрированная версия, которая сначала была создана в 4К, потом понижена до Full HD. Здесь у нас Брэд Питт снимался, также у нас снимался Шайя Лабаф, другие актеры. И такая вот картина про танкистов под названием «Ярость». Такой вот фильм. Переходим к следующей картине. Это тоже один из ранних фильмов, который есть у меня в коллекции про эту войну. Это у нас фильм «Вертикальный взлет». Картина 1949 года. Видим исполнитель роли Джин Джаггер здесь выиграл Оскар за лучшую мужскую роль второго плана. Это у нас фильм черно-белый. И здесь также рассказывается про летчиков, участвующих в воздушных сражениях. А события происходят в Англии в 1942 году. Слип. А по слипам почти такое же изображение. Просто немножко цвет отличается. Такое же оформление. И сам диск. Фильм 1949 года «Вертикальный взлет». Далее, следующая картина. И это фильм Брайана Сингера про попытку покушения на Гитлера под названием «Операция Валькирия». Здесь основано на реальных событиях. Здесь, как сказал, рассказывается про попытку покушения на Гитлера. Здесь видим его, Гитлера, не в фоне. И исполнителя главной роли Тома Круза. Также видим на данной обложке. Здесь Том Круз играет роль полковника Клауса фон Штауфенберга, организатора заговора.
Открываем, и здесь мы видим внутренний арт с этим полковником, с самолетом, с танками. Такой вот внутренний арт. Операция Валькирия. Далее известная картина на тему Второй мировой войны, где действие также происходит где-то в Европе. Это фильм Квентина Тарантино под названием «Бесславные ублюдки». Снова у нас Брэд Питт. Еще один фильм на тему Второй мировой войны с Брэдом Питтом. Здесь также снялись Кристоф Вальтз, Дайан Крюгер и Мелани Лорен. Известная картина. Это обложка от DVD. А здесь у меня есть этого фильма как DVD, так и Blu-ray. Такая вот картина. Под названием «Бесславные ублюдки». Далее фильм режиссера Джорджа Клуни, и который также снялся в данном фильме. Это у нас фильм «Охотники за сокровищами». Помимо Джорджа Клуни здесь у нас также снялись Мэтт Дэймон, Билл Мюррей, Джон Гудман, Жан Дюжарден, Боб Беллабан, Хью Бонневиль и Кейт Бланшетт. Здесь у нас рассказывается про команду, которая собирается спасти художественные шедевры на фронте Второй мировой войны. Фильм «Охотники за сокровищами». Такое вот издание. Далее будут сразу два издания одного и того же фильма. Первое — это фильм Стивена Спилберга «Список Шиндлера». Blu-ray вариант однодисковый. В простом Амарее переиздание. Но также есть коллекции и 4К. Список Шиндлера. Здесь у нас уже другая обложка. И здесь тоже. Здесь уже такая же обложка, как и у Blu-ray. Присутствуют карточки. Такое вот оформление. Здесь разное оформление. И также есть буклет. И здесь два диска. Фильм в формате 4К, а также диск с дополнительными материалами к данному фильму. В формате Blu-ray. Это у нас буклет, который рассказывает про данный фильм. Который рассказывает о Шиндлере, который пытался спасти евреев во время Второй мировой войны. Устраивая их на свой завод. Такой вот буклет, а также карточки. Здесь 5 карточек. Сам Шиндлер в исполнении Лиама Нисона. Помощник его, которого сыграл Бен Кингсли. И другие актеры, которые появлялись в данной картине. И такое вот совместное изображение двух актеров. Такие вот два издания списка Шиндлера есть у меня в коллекции. Поэтому переходим к следующему фильму. И следующий фильм это также рассказывает про евреев во время Второй мировой войны, которые которые жили в Варшавском гетто. Это фильм Романа Полански, также известная картина.
Фильм был удостоен 3 премии Оскара. Лучший режиссер, лучший актер. Это у нас Эдриан Броуди. И лучший сценарий. Фильм также выиграл золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. Видим Эдриана Броуди, который исполнил главную роль в данной картине. И сам диск с таким вот оформлением. Фильм «Пианист». Достаточно известная картина на тему Второй мировой войны и евреев в ней. Такое вот издание. И это был последний фильм, посвященный Европейскому фронту. Поэтому переходим далее к следующим картинам. Это у нас Тихоокеанский фронт. И первый у нас фильм, который рассказывает про Тихоокеанский фронт. Это у нас картина режиссера Терренса Малика. «Тонкая красная линия». 7 номинаций на премию «Оскар». Большой актерский состав. Снялись у нас Шон Пенн, Эдриан Броуди, Дэвид Кевизел, Бен Чаплин, Джордж Клуни, Джон Кьюсак, Вуди Харрельсон, Илайас Коутис, Ник Нолти и Джон Си Райли. Такое вот издание. «Тонкая красная линия». Такой вот фильм. Далее картина про нападение на Перл-Харбор, которая была снята совместно американцами и японцами под названием «Тора, Тора, Тора». Расширенная японская версия здесь представлена. И присутствует у данного издания внутренний арт с этим самым нападением на Перл-Харбор. Тора, Тора, Тора. Такой вот фильм. Далее будут 2 фильма, которые рассказывают про одну и ту же битву, а именно битву за Ивадзиму, но с разных сторон. Первый фильм — это у нас фильм под названием «Флаги наших отцов», который снял Клинт Иствуд. В данном фильме эта битва за Ивадзиму показывается с американской точки зрения. Поэтому здесь у нас американцы снимались. А в другом фильме, который у нас также снял Клинт Иствуд, события битвы за Ивадзиму показываются с японской точки зрения. И картина называется «Письма с Ивадзимы». Данная картина выиграла 4 премии «Оскар». Точнее, получила 4 номинации на премию «Оскар». А также выиграла премию «Золотой глобус» за лучший фильм. Такое вот издание. Здесь у нас точка зрения японцев. Поэтому у нас японские актеры участвовали в данном фильме. Такая вот дилогия Клинта Иствуда под названием «Флаги наших отцов» и «Письма с Ивадзимы». И далее будут 3 фильма биографических, в которых Вторая мировая война является одним из двигателей сюжета. То есть главное событие происходит в ней именно во Вторую мировую войну. И первый у нас фильм, это у нас картина Анджелины Джоли под названием «Нет сломленный». 3 номинации на премию «Оскар». И данный фильм рассказывает о спортсмене, который попадает в японский плен. И как он там выжил. Такое вот издание фильма «Несломленный». Далее.
Фильм, который я уже показывал в предыдущих видео и покажу в этом, так как он также у нас посвящен Второй мировой войне. Это у нас самый кассовый фильм о Второй мировой войне и самый кассовый фильм байопик, то есть биографический фильм. Это у нас фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер». В роли Оппенгеймера Киллиан Мерфи, который был удостоен за эту роль Оскара. Данный фильм является фильмом о Второй мировой войне, потому что Оппенгеймер создал атомную бомбу, которая была сброшена на Хиросиму и Нагасаки. То есть возглавлял команду, которая создавала атомную бомбу. И данное событие о создании бомбы показывается в данной картине. Помимо предшествующих и последующих событий в жизни Оппенгеймера. Такое вот издание фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер». И последняя картина, которую хотел вам показать и которая посвящена Второй мировой войне, это у нас фильм «Игра в имитацию». Здесь у нас рассказывается про Алана Тьюринга, который смог разгадать шифр, чтобы расшифровать секретный код Третьего Рейха. И это ему удалось. И в данном фильме рассказывается именно об этом. Здесь у нас снялся в роли Алана Тьюринга актер Бенедикт Камбербэтч. И также в данном фильме у нас снималась актриса Кира Найтли. Такое вот издание. И это был последний фильм, который хотел вам показать в сегодняшнем видео. И последний фильм, который у меня остался из тех, которые показал до этого во Второй мировой войне. А на этом данное видео все. Подписывайтесь, ставьте лайки и ждите следующих видео. А на этом все. Пока.